Как это вообще понимаете? Я вообще никак не готова подстраиваться под мужчину. Одна девушка, 3 парня и 3 раунда. У них нет шансов. Пойдем попиздим без камеры. А я пришел сюда именно за этим. Мы реально помогаем друг другу раскрывать свой потенциал на максимум. Какая-то длинноногая. Блять, я клянусь, я охуел. Просто спросила, как дела у бывшего. Мне все это надоело. Истеричка. Каждый может делать, что хочет. Мне было похуй, я себе чайно заварил. Может быть, все-таки дать ему шанс. Ну, однозначно он не подходит. Сразу во френд-зону. Мы слушаем и не осуждаем. Dubai Match. Дубай – это город, где люди привыкли выбирать лучшее. Лучшие машины, лучшие дома, лучшие возможности. Но сегодня на этой вилле мы будем выбирать не статус, а человека. И всем здравствуйте! Это Dubai Match, и я его ведущая Лерская. Правила шоу – 1 девушка, 3 парня и 3 раунда, с помощью которых она сможет сделать предпочтение. Но я ввожу одно новое правило. Право выбора предоставлено обоим. У участника, которого выберет героиня, будет возможность ответить взаимностью или просто свайпнуть влево. Ну что, а мы знакомимся с участницей. Сегодня участница нашего шоу Ира. Всем привет! Меня зовут Ира, мне 26 лет, и я уже 1,5 года живу в Дубае. Я искренне себя считаю главной холостячкой этого города, и если честно, если бы можно выйти было замуж за город, я бы точно выбрала Дубай. Я не ищу парня, но я хочу встретить свою родственную душу. Мне точно не нужны обычные отношения, я хочу тандем 1+1 равно 11. Я хочу, чтобы мы жили с ощущением, что весь мир для нас открыт, что мы чемпионы, мы постоянно побеждаем, и, соответственно, мне нужен такой мужчина, успешный, стремящийся, естественно, постоянно расти и развиваться, потому что личностный рост и духовность для меня имеют огромнейшее значение. Я хочу очень многого, я хочу экстраординарную жизнь и экстраординарные отношения. Я кандидат в мастера спорта по художественной и эстетической гимнастике. У меня есть серебро первенства мира. Профессиональный путь в спорте мне помог в выборе моего дела. Я тренер личностного роста, лайф и бизнес-коуч, и я помогаю людям раскрывать их потенциал на максимум и достигать невероятных целей. Я обожаю путешествовать. К 26 годам я побывала в 37 странах мира и жила в Австралии, в Италии, в Эмиратах, в Америке и в России. Я искренне считаю, что каждый человек должен к моменту встречи своей любви стать целостным, стать счастливым, полюбить себя, полюбить свою жизнь. И я чувствую, что сейчас я как никогда близка вот к тому офигенному состоянию. Ира, привет. Скажу тебе так, очень рада, что в Дубае ты с нами, ты являешься основной девушкой сегодня нашего проекта. Диплом магистратуры, красный диплом. Извини, Стоматология, медицинская. Да, стоматология, 3 медицинских образования, обучение магистратура в Австралии, где еще? В Италии. В Италии. Серебряная медаль за гимнастику, да? В первенстве мира. В первенстве мира. Так. Сборная России КМС в 2 видах спорта. Я очень рада, что именно сегодня такая талантливая девушка, потому что красивых много, любящих, разных, щедрых, умных мужчин тоже много. Мало талантливых. При всем списке талантов. Почему нет отношений? Давай так. Вот мечты. Угу. Если честно, мне абсолютно грех жаловаться, потому что у меня было 2 таких истории серьезных отношений. Первые длились 5 лет, с 17 до 22. И потом, когда я переехала в Италию, собственно, там тоже у меня была любовь на протяжении 2 лет. Просто сейчас
Я сделала очень большой прорыв вообще в своей жизни. Начала свой бизнес, переехала в Дубай. И я даже еще не успела, может быть, насытиться этим периодом прайм-эры сама. И вот я сейчас прям в ней нахожусь. У меня очень много, не буду скрывать, но реально очень много поклонников. Особенно сейчас, когда я подключила свой английский блог, где очень много иностранцев. Мне каждый день кто-то что-то пишет. Подписчик прислал 200 роз, ученик подарил дорогой подарок. Ну, то есть внимания очень много. Вопрос того, что качество и глубина отношений, которые я хочу, это что-то, действительно экстраординарное. И я сама к этому уровню себя доращиваю, и я точно знаю, что вот будет именно так, как у меня прописано в заметке мое видение отношений. Как прописано в твоих заметках и по каким критериям сегодня ты плюс-минус будешь отбирать мужчин? Заметка прописана прям сплошным текстом. Это вот прям полная картина, поэтому это и называется видение, как вообще выглядят наши отношения, как я себя чувствую, как он себя чувствует. Самое главное, конечно, для меня это то, чтобы у нас видение жизни совпадало. И чтобы у нас был вот такой синергетический эффект, тот самый тандем. Я обожаю эту историю 1 + 1 = 11. То есть мы прям помогаем друг другу раскрывать свой потенциал. Это вот про то, что очень много свободы, очень много любви к жизни, любви друг к другу. И да, там вот именно про эмоции, чувства и какие-то аспекты типа того, что мы живем в разных частях света, мы постоянно там путешествуем, потому что, я так уже живу. Я за свою жизнь прожила и в Италии, и в Австралии, и в Америке, и в России, вот сейчас в Эмиратах, то есть у меня уже такой большой багаж и 37 стран путешествий. И вообще-то сегодня сбывается мое желание из дневника самопрограммирования, потому что я прописала участие в этом шоу, причем именно в таком формате, в качестве главной холостячки, и чтобы 3 парня боролись за меня. Ты готова к тому, что сегодня выбор есть и у парней? Выбрать тебя или нет? Я к этому абсолютно открыта, потому что я рассматриваю не только возможность встретить свою любовь, но еще и абсолютно открыта к дружбе. Хорошо, Ир, давай посмотрим сегодня, что же возникнет между тобой и парнями. Я иду встречать парней. Супер! Хочу, чтобы мы с моим мужчиной в течение года жили в нескольких странах и много путешествовали, поэтому я ориентируюсь на образ жизни мужчины, а во вторую очередь, конечно же, если у человека свой бизнес, у него нет потолка в доходе. А мне очень важно, чтобы и я, и мой партнер сильно росли в деньгах. И я вообще никак не готова подстраиваться под мужчину. Уже вижу нашего первого участника. Лера, приветствую. Привет. Артем, 30 лет. Работает в сфере недвижимости, привык строить не только сделки, но и свою жизнь. Четко, по плану и с пониманием, куда он идет. Уже 25 лет играет в большой теннис. Для кого-то это хобби, а для Артема стиль жизни. Он не только играет сам, но и тренирует других, выступая спарринг-партнером. Артем говорит, что мечтает о простом, но редком сегодня балансе. Успешная карьера и женщина, рядом с которой спокойно. Absolutely yes. Он уверен, настоящая сила мужчины не в одиночестве, а в женщине, рядом с которой все по-настоящему. По характеру Артем – козерог. Ценит стабильность, честность и людей, которые знают, чего хотят. Ищет отношения без игр, лишних драм и бесконечных проверок. Кстати, у Артема уже был опыт участия в реалити-шоу «Сердце Клавы Коки». И сегодня судьба снова свела его с блондинкой. Посмотрим, совпадет ли на этот раз не только цвет волос, но и вайб. Демми, endless chat or martini. Ты такой всегда вот красивый, в пиджачке, все так вот у тебя педантично выглажено, идеально. И вообще, а где ты рубашки гладишь? Я просто сдаю в химчистку, но он всегда так красиво гладит, как вот ты погладил. Скажу по секрету, глажу дома, в отдельной доске. Сам? Да, сам. Вопрос поиска идеальной половинки для создания семьи стоит для меня уже довольно давно и довольно остро. Я снимался в шоу под названием «Сердце Клавы» в Москве. Холостячка была Клава Кока. К сожалению или к счастью, у нас не состоялся матч, так что сейчас съемки здесь — это моя вторая попытка. У меня очень много костюмов, и сколько работаю в реал-эстейте, да, нужно постоянно выглядеть презентабельно. Встречаешься с клиентами, продаешь дорогие апартаменты. Так что это очень важно, то, как ты выглядишь. Я очень надеюсь на то, что я смогу найти ту самую половинку на вашем шоу. Хорошо. И мы тебе желаем удачи. Все, Спасибо конверт, большое. повязка, Спасибо. проходи. Мне нравятся девушки, уверенные в себе, с такой прям женственной энергетикой, потому что, основываясь на моем предыдущем опыте, все самые хорошие, длительные, качественные отношения, где я сильно любил девушку, там всегда было спокойствие и умиротворение. Да. Моя вина, почему я один, заключается в том, что
Возможно, у меня высокие стандарты. Я не думаю, что это будет просто какая-то ординарная девушка, допустим, которая там, работает, условно, официанткой или еще кем-то. Ну, просто не так уж устроенное шоу. Мне бы хотелось, чтобы это была брюнетка, но я думаю, что это будет блондинка. Я шел с такими же ожиданиями, когда была передача «Сердце Клавы», вот, но там оказалась блондинка. Мы часто влюбляемся во внешние данные партнера и также часто разочаровываемся. Именно поэтому в первом раунде, который называется «Голос», ребята не увидят друг друга, но будут слышать. Ну и прямо сейчас Ира попробует услышать мужчину, прежде чем она с ним встретится. Вы начали уже? Супер. Здравствуй. Привет. Довольно-таки интересный этап этого шоу, правильно? Как скажешь? Да, у тебя приятный голос. Спасибо, у тебя тоже. И знаешь, на самом деле, наверное, бы стоило бы начать с вопросов «Расскажи о себе». Но нам сейчас представился такой уникальный шанс, уникальный опыт, когда, как мне кажется, то, что мы сейчас ощущаем, гораздо важнее, чем слова. Согласна. Я довольно спокойна. Я очень рад это слышать, на самом деле, потому что, откровенно говоря, я тоже чувствую спокойствие. Небольшое такое легкое волнение. Чувствовала, что он стеснялся. Мы не видим друг друга, значит, нужно как-то апеллировать к ощущениям. Я очень хочу, чтобы ты прямо сейчас представила, что находимся не на съемочной площадке, а находимся где-то на террасе, на берегу моря, у воды. Только мы с тобой вдвоем. Такая интимная обстановочка. И мне интересно, что ты ощущаешь в этот момент. Конечно же, меня немножечко смутило, потому что я понятия не имею, что это за человек, и хочу ли я с ним оказаться в интимной обстановке. Но в целом у меня очень хорошо с визуализацией. В принципе, вода — это моя стихия, и как будто бы слышу даже этот шум волн, и этот приятный теплый ветерок. И мне снова спокойно, вот это такое хорошее, приятное спокойствие. Да, класс. На самом деле, я невероятно рад это слышать, потому что вот это ощущение спокойствия, я тоже его поймал. Возможно, у меня такая проекция на Артема, что он вызывает вот такое спокойное, классное состояние. Возвращаясь к своему предыдущему опыту, все мои самые классные, длительные отношения, они все начинались именно со спокойствия, с этого ощущения спокойствия. И это очень здорово, я это очень рад слышать. Мы с тобой сейчас на одной волне. И, если честно, у тебя реально тоже очень красивый голос, и мне уже не терпится снять эту повязку и посмотреть, кто сейчас рядом со мной. Но давай все-таки попробуем дожать до конца этот момент, который нам представился. Мне очень понравилось, что она сразу же увлеклась в эту историю, она сразу же визуализировала, она это попыталась искренне почувствовать. Я почувствовал в моменте, что ей реально комфортно. И я хочу, знаешь, чтобы ты задала мне какой-то вопрос. О чем ты мечтал в детстве? Кем ты мечтал стать? В детстве, на самом деле, я мечтал быть теннисистом. Вау. К сожалению, это не получилось, реализовать мечту не удалось. Но я уже 20 лет играю в теннис, преподаю также, даю спарринги, уроки. Так что отчасти это реализовалось, но не реализовалось на какой-то мировой арене, в соревновательном каком-то режиме. Вот. Но, тем не менее, я все равно рад, что я причастен к этому спорту и им продолжаю заниматься. Если человек дальше следует как-то вот этим всем зарядам, которые были в детстве, то он, скорее всего, живет очень полноценную жизнь, он целостный, он счастливый, и он не чувствует вот такого фома, да, fear of missing out, что он что-то в жизни упускает, что он проживает не свою реальность. Это, кстати, очень интересно, потому что я буквально вот последние года полтора стала интересоваться теннисом. И в Австралии впервые в жизни, когда жила там на кампусе университета, поиграла в этот увлекательный вид спорта и стала недавно следить вот за US Open, за Australian Open и вот брать первые свои уроки по теннису. Это очень круто. Слушай, это очень круто. У нас прям с тобой уже происходит какой-то матч. На самом деле. И я очень рад, что ты не назвала падл, потому что падл для меня — это игра в каком-то стеклянном аквариуме, что я не очень люблю. Я все-таки люблю какое-то пространство и так далее. Так что очень рад, что тебе все это нравится. Я думаю, что Артем спортивного телосложения, потому что он тренер по теннису. Мне почему-то кажется, что ему 35 плюс, чисто по голосу, вот у меня такая интуитивная мысль. И мне кажется, что он светловолосый. Я не знаю почему. Да, у меня прям намерение научиться играть в теннис. Супер, супер. Я уже к ней ближе, как будто бы, к этой мечте. Пока все выглядит очень здорово, многообещающе. Мне очень хотелось сорвать повязку, да, с глаз и посмотреть на обладательницу твоего красивого голоса. Что ж, я в предвкушении, что будет дальше, и я хотел бы продолжить наше с тобой общение. Это взаимно. Я сразу же понял,
что она именно поддерживает мой тон, мое направление, мой вектор. Паша, я вот тоже пританцовываю, вижу, кто идет, понимаешь? Привет! Приветики! Павел, 23 года. Человек, который знает, что путь к сердцу лежит через желудок. Именно поэтому Паша работает личным шеф-поваром у семей в Дубае. Но не думайте, что Паша живет только на кухне. Его увлечение – это езда на велосипедах и игра в падл. Он также хорошо разбирается в парфюме и стиле. И если вы увидели безупречный образ и уловили дорогой шлейф, скорее всего, это наш герой только что прошел мимо. Одна из особенностей Паши в том, что он не знает грусти и даже не хочет думать о ней. Он человек-улыбка и официальный поставщик хорошего настроения в любой компании. Если он рядом, скучно не будет. Максимум придется смеяться до слез. У него нет каких-то глобальных мечт. Все, о чем он задумался, уже записано в список целей. И вопрос только во времени, когда он поставит галочку. Хочет найти девушку с такой же большой харизмой, как и у него, и которая будет готова пройти с ним все жизненные испытания, чтобы вместе добиться успеха. Ну что, готово ли наше шоу к такому заряду энергии? Или Паша приготовит здесь не только идеальный ужин, но и главный роман сезона? Скажи мне, за что ты сегодня будешь отвечать? За классный обед или за классную атмосферу? За классную атмосферу определенно. Обед. У меня вся команда ждет обед. Мне кажется, обед по вашей части. Сегодня я выходной. У меня не было опыта в шоу, но я много раз куда подавался. Было много отказов, потому что у меня нет правильного портфолио, у меня нет какого-то опыта в этом. Я подавал заявку на Дом-2. Мне очень хотелось попробовать себя на телевизоре, потому что я понимаю, что это мое, но меня не взяли из-за того, что я толстый. Сегодня ты у нас не обед готовишь, а любовь ищешь, да? Да, все верно. Супер, я тебе передаю этот конверт. Не смотреть. Окей. Команда, следим. Все, не смотрим. И повязку на первый раунд. Мне нравятся девушки, наверное, харизматичные, с классным чувством юмора, сильные, даже не побоюсь этого слова сказать, безусловно, красивые. Минимум вопросов, максимум эмоций. No problem. И доверие. Проходи. Мои ожидания по поводу холостячки, я приму в дар все. Ну, блин, почему бы и нет? Ой. Я сначала услышала очень странный смех, я подумала, что происходит. Мне было некомфортно от того, что я с закрытыми глазами, я не вижу, что вокруг меня происходит. От этого, соответственно, некомфортность и немножечко моя раскрепощенность немножечко понижается и уходит таким образом от того, что я не ориентируюсь в пространстве. Привет. Привет. Че? Соберись. В общем, смотри. Смотри. Блядь, точно. Все Смотри. вижу. В общем, смотри, я фанат духов. Ага. Вот, я сейчас хочу брызнуть. Постарайся не в лицо, окей? Я руку протягиваю. Куда-нибудь брызни. Я брызну в воздух. Ага. Я выбрал такой формат прийти с духами из-за того, что у большей части своих друзей я ассоциируюсь с парфюмом, и у меня достаточно большая коллекция парфюма. Я не знаю, ты почуешь что-то или нет? Да. Вот. Сладость. Я очень люблю сладкие ароматы. Супер, я тоже. У меня целая коллекция селективных парфюмов. У меня тоже. Ты попал удачно. Вот видишь, как бывает. Вкусно-вкусно, реально. Мне понравился сам шлейф аромата, потому что он сладкий. Я реально люблю сладкие парфюмы, но я не сказала, что сам парфюм был потрясающий, потому что, да, люблю я немножко другие. Я просто хотел, чтобы она почувствовала запах мой, и чтобы у нее было какое-то некое воображение, кто с ней сидит рядом, плюс-минус. Вот, в общем-то, один из моих самых любимых запахов. Тут ваниль есть, да? Слушай, точно есть. И еще что-то. Они Кстати, очень называются знакомые. арабик тонко, там такие удовые А, да, я знаю. вкусы, запахи. Необычный опыт начать с аромата. Ну, потому что я в основном у всех ассоциируюсь с ароматом из-за того, что от меня всегда шлейф какой-то пахнет. Топ-3 твоих любимых селективов. Мансера. Какой? Мансера, сейчас скажу, роуз ваниль. Угу. Мансера блэк ваниль. Угу. И вот эти вот Монталь арабик тонко, это вот последний год мои фавориты. Все, что он назвал, я знаю. И это действительно нас как-то немножко сразу же сблизило. Кстати, вот голос нормис, вайбовый. Но вот имя... Еще очень люблю One Million Royal, может быть, ты знаешь? Нет, вот это не слышала.
Они тоже сладкие, очень вкусные. Но вот именно Royal, они там с красным ромбиком, и они прям вообще очень вкусно пахнут. И очень стойкие. Супер. В первом раунде со мной было интересно, потому что я чувствовал в разговоре заинтересованность. Да, твои? Я миллиард лет уже люблю заезженный Бакара Руж Фрэнсис Куркиджана, но это прям моя любовь. Мне нравится Том Форд Lost Cherry и несколько вот там Soleil Blanc, Soleil Niche. И я очень люблю Киллиан. Angel's Share — это мой самый любимый. И Байреда, Балда Фрик, вот такие сладкие. Ой, Байреда я тоже люблю. Но они просто не стойкие, поэтому я их не Они беру. легкие, да. Такие шведская красота. Да, я бы сказал про семью. Что? Ты сказал шведские. Ну Я бы это... сказал про шведскую семью. Я юморист, Это вот фантазия? еще факт обо мне. Ну, я, кстати, заметила уже это. Да? Мне кажется, что Паша довольно поверхностный парень, очень такой легкий, на волне, и с ним невозможно выстроить ту близость и тот уровень глубины в отношениях, которые я хочу. Какие качества ты хочешь видеть в своей девушке? Чтобы она тоже была харизматичная, чтобы у нее было чувство юмора, это 100%. Чтобы она была вот вайбовая. Что такое вайбовое? Блять, это пиздец. Как можно не знать, что такое вайб? Я от жизни. Блять, сидит вайб. Ты знаешь, что такое вайб? Ну да, это атмосфера, блядь. Как бы тебе объяснить? Ты знаешь, как переводится слово вайб с английского? Да, состояние, настроение такое. Это переводится атмосфера. Ну да. Вот чтобы она была атмосферная. А что это значит? Ну, чтобы она была вайбовая, ну в смысле? Гламур Парис Хилтон. Это вайб? Maybe. Maybe. Мне нравится, как ты переходишь на английский, смотря какой фабрик, Yes. смотря сколько details. Я тоже так делаю. Вот, видишь, смотри, у нас уже, кажется, вайб. Это вот Вообще. называется вайб. Либо же Dubai Match. Мне очень напомнил Паша и наш вайб с ним дружбу мою с другом геем. Я, если честно, подумала, что он нетрадиционной ориентации. А чем ты занимаешься? Я личный шеф-повар с VIP-сегментом в Дубае. Вау, прикольно. Как-то так сложилось в моей жизни, что почти все мои парни мне готовили. Я никогда не готовила. Сама вот такая обстановка, что мужчина готовит, для меня мне и привычно, и комфортно. А ты? Я тренер личностного роста с 3 медицинскими образованиями. Вау, значит, будешь мне ставить уколы? Надеюсь, не дойдет до уколов. Да, я тоже на это надеюсь. Но зато ты умеешь это делать, как минимум. Но я это не делаю. Придется научиться. Я врач, блядь, с 3 образованиями. Но уколы я не ставлю. Что? Ну все, увидимся в следующем раунде, получается. Получается, увидимся. Если еще добавить к тому, как прошла наша встреча, как можно назвать человека Ира? Он любит вайб, он любит что-то такое легкое. Я вообще не представляю отношения серьезные, да, с таким человеком. Паша сразу отправляется во френдзону. Я буду рассказывать сейчас другим участникам, как прошел наш вайб. И вот мы обменяемся. Правда, это мне придется разговаривать с... Как его зовут? Вадим? Артем. С Артемом, блядь. Что он мне сейчас скажет? У нас было нормально. Но мне кажется, было очень круто. Пойдем играть в теннис. Лера, привет. Здравствуй, Лёша. Рад видеть, прекрасно выглядишь. Спасибо большое. Алексей, 29 лет. Родом из Иркутска, но сейчас живет в Дубае. По профессии он актер, а по призванию человек сцены. И если камеры вдруг выключаются, он включает блог. Да, контент его стихия. В прошлом продюсировал его для других, а теперь сам главный герой своего сериала под названием «Жизнь». Но не все так просто. Помимо съемок и сторис, Алексей нырнул глубже в духовные практики. Медитации, динамические практики, тантра. Амбициям Алексея можно лишь позавидовать, ведь его мечты – мировая известность, крупные проекты, свой бизнес и крепкая семья. И плюс еще 50 стран в списке обязательных посещению. Рядом с собой Алексей видит девушку, с которой можно построить не просто отношения, а крепкий фундамент, где оба смотрят в одну сторону, развиваются, реализуются и при этом смеются не только на камеру, но и дома на кухне. Вопрос только один – станет ли это шоу для него очередной ролью или главной историей жизни? И вот такой весь
легкий, романтичный. Я иногда вот чуть-чуть переживаю, чтобы тебя не забили сегодня наши вот эти львы. Я просто стараюсь об этом не думать. Почему я пошел на проект? Сейчас веду Инстаграм, и у меня немного упали охваты. И, в принципе, кайфануть и поднять узнаваемость снова. Хорошо, Лёш, это тебе повязка, конверт. Конверт не открываем, повязку берем с собой. Окей. Вопросы задавать нельзя. И просто А у меня идем их на нет. дело. Супер, Отлично. вообще. Проходи. Легкий такой, но все равно переживаю. Ну, там ребята такие летают. Ну, посмотрим. У меня в целом были отношения. В последнее время просто они как-то более краткосрочные. Сейчас задумался, что надо смотреть в серьезную сторону, в семью, в детей. А я думал, мы должны быть на одном вайбе. Что такое вайбовое? Как бы дополнять друг друга. Например, знаешь, бывает, когда ты начинаешь фразу, а девушка, например, ее может правильно закончить. Привет. Привет. Ой, это слева. Пока шел, на самом деле вообще ни о чем не думал, просто как-то в какой-то определенной невесомости находился, что просто будь как будет. И как пойдет разговор, так он и пойдет. Протяни свою руку. Ой, что, вода? Да? Да, можешь взять. Не Спасибо. бойся. Выделился на фоне остальных, как минимум, тем, что он подумал обо мне. Как тебя зовут? Леша, а тебя? Я Ира, очень приятно. Взаимно. Как тебе кофе? Это кофе? Надо было у тебя уточнить, что это. Я не пью кофе. Решил, что кофе сближает большинство людей. А оказалось, мы в меньшинстве. Серьезно? Да. Представляешь, я тоже редко пью его. Интересное начало. Да. Я подумал, что часто на свидания, ходят в кофейню. Мгм. Я никогда не ходила. Да, я тоже. Начало. Я вообще Мы просто- экстраординарные Пью цикорий, просто. но цикорий доставку никто не привозит. Я вообще ничего, кроме воды, не пью. Серьезно? Ни чая, ни кофе? Ни алкоголь, ничего. Класс. Но алкоголь тоже не пью. Почему? Никогда в жизни не пила. Вообще. И сейчас тоже. И сейчас тоже. Кайфую без доп. Веществ. Ну да, но это вкусно. Алкоголь? Нет, кофе. Алкоголь нет. Лёша показался как будто бы посерединке, как раз между таким более зрелым, как будто бы Артёмом, и очень на приколе Пашей. И вот Лёша оказался где-то посерединке. И на самом деле забавно, я не знал, как сюда доставку заказать, и я думал с водой прийти. На крайний случай. Ну, Это был, мне интуиция кажется, тебя не подвела. не подвела, Не это был подвела, это выигрышный самое главное. выход. Какими ты видишь вообще свои отношения? Я вижу на тотальном взаимопонимании. Ну вот знаешь, что-то на уровне чувствования. Что вот я почувствовал, например, тебе водичку принести, я понимаю, что тебе водичка нравится. И Поэтому так ты же несешь мне кофе. Я несу тебе кофе, да. На таком мы Потому что чувствовали, я заранее, собственно. неделю назад еще думал, что окей, будет с кофе интересно зайти. В принципе, очень приятно и очень много говорит о мужчине, если он пришел на встречу с чем-то, чтобы отдать. Это вообще говорит о том, что он довольно зрелый, и он думает о других, и ему близка эта позиция отдающая. Так, на чувствование что еще важно? Ну, чувствование, да, взаимопонимание, поддержка. Вот, ну, в общем, такой, знаешь, фундамент, который выстраивается вместе, и типа корабля, да, который вместе плывет. А где ты хочешь с ней жить? По миру вообще путешествовать люблю, поэтому, ну, возможно, стартовая точка Дубая, а дальше как пойдет. Угу. В скольких странах ты был? Около 20. Супер. А ты? 37. Внутри чувствовал, когда мы с ней разговаривали, большой, богатый опыт, внутренний опыт путешествий, в принципе, большие планы на жизнь, цели. Где тебе больше всего понравилось? Не могу даже сравнить эти места, как вот реально можно сравнить Австралию там с той же Италией, с чем-то таким, но да, все-таки Австралия одна из топовых историй, естественно, Дубай, Эмираты и колоритные Штаты, Англия. Вообще, в принципе, очень много что люблю, но, наверное, вот есть у меня мечта сделать свадебное путешествие в Австралии и увидеть самые потрясающие, там, большой барьерный риф,
летать на вертолете над ним и, собственно, погружаться в него тоже. Меня не испугали ее разговоры о свадебном путешествии в Австралию, потому что это ставит определенную для меня даже планку достичь, чтобы это было реализовано наилучшим образом. А почему Дубай? Почему в Дубае сейчас живешь? Потому что здесь максимально вот моя энергия, которую я называю этапы жизни, моя очередь. И я чувствую себя здесь супер живой. То есть каждый день у меня происходит очень много каких-то событий потрясающих, и это такой хаб. То есть сюда слетается весь мир. Здесь каждый день какие-то супер-ивенты, супер какие-то мероприятия расширяющие. Поэтому, да, я искренне считаю, что Дубай лучший город просто вот для такого периода жизни. Окей. А для тебя получается сейчас как хаб нетворкинга или хаб реализации, хаб отношений? Что для тебя первично? Период жизни, да, ты имеешь в виду? Ну да. Период жизни — реализация себя, своего потенциала. Но это не противоречит вообще отношениям, дружбе, выстраиванием контакта с людьми никак. Наоборот, даже усиливает. А у тебя сейчас какой период? У меня в целом всегда такой, знаешь, штаб баланса, я бы сказал, что и реализация, если я никогда фокус не снимаю, и окружение, да, и также отношения. А чем ты занимаешься? Сейчас больше медийность, актер и периодически продюсирую, и также блог развиваю свой в Инстаграме. Актер. Прикольно. У меня дедушка был народным артистом РСФСР. Класс. У меня похожие. Вообще я тренер личностного роста. У меня 3 медицинских образования. Но я, ивестественно, веду свои соцсети. И тоже медийность, блоги, популярность, какие-то вот актерские ивенты. Все сюда, да, прикольно. Мне хотелось снять повязку в конце, чтобы уже поймать визуальный контакт с человеком. Мы друг друга услышали, почувствовали, и оставалось только увидеть. Увидимся в следующем раунде. До встречи. Почему-то мне кажется, что у нее темный цвет волос, скорее всего, стройная. Возраст, не могу сказать, но мне кажется, она немного, возможно, даже меня постарше. По итогам этого раунда тебе нужно отдать предпочтение. Чисто по эмоциональной зрелости, по какому-то состоянию я бы отдала предпочтение первому, это Артем был. А по стилю жизни, по возможностям путешествовать и жить в разных странах и работать, собственно, удаленно, это последний участник, Леша. Надо выбрать одного. Тогда Леша. Влюбленность — это эмоция, а отношения — это про выбор каждый день. Именно поэтому во втором раунде участникам придется договариваться. Как вы ведете бытовые вопросы, ведете бюджет, как вы собираетесь вместе, куда, что надеваете. Потому что настоящая близость начинается не с комплиментов, а с фразы «а давай обсудим». Интересно. Здравствуй. Привет. Реально сказал, уже лучше ожиданий. У тебя очень красивые губы. Спасибо. Я прям чувствовал, что она кажется блондинкой, а не брюнеткой. Я сделал комплимент губам, потому что меня возбуждают губы. Нам кое-что уготовили организаторы. Мне интересно узнать, что. Мне как тоже. думаешь, что это может быть? Какое-то задание. Давай посмотрим. Давай. Итак, наше с тобой задание сегодня — расписать совместное будущее через 5 лет, используя наш чат GPT. С ним у нас чисто вайб визуально Барби и Кен. Вот как я и говорила, раньше у меня отношения были и романтические истории, почти все вот с голубоглазыми блондинами. Ну что, Начинаем? я тогда промпт задам. Да, давай. Чат, знай меня и мои обычные запросы. Помоги мне составить видение жизни через 5 лет. Если я связываю свою жизнь с голубоглазым блондином, у нас такой вайб Барби и Кен. Я себя лично не считаю Кеном. Все-таки Кен — это прям совсем идеальная внешность. Спасибо за комплимент, если он так считает. Я коуч, я тренер личностного роста, я работаю онлайн на себя. Ты знаешь, что я люблю путешествовать. Мы оба любим Дубай, мы живем здесь. Он занимается real estate и в том числе тренирует людей по теннису. Дай нам, пожалуйста, видение наших отношений, нашей жизни через 5 лет. Я пытался понять ее, прочитать. Я прям следил за каждым ее движением, за каждым ее словом, за каждой ее интонацией. Прошло 5 лет, вы по-прежнему живете в Дубае, не потому что модно, а потому что это совпадает с вашим ритмом. Солнце, простор, эстетика, высокий уровень сервиса и ощущение, что жизнь собрана красиво и осознанно. Подходит? Подходит. Это мой вайб уже Определенно. сейчас.
Пространство у вас светлый дом с большими окнами, минимализм, натуральные текстуры, много воздуха. Утро начинается не со спешки, а с ощущения выбора. Тренировка, кофе на террасе, ну я кофе не пью, разговоры без телефонов, и дом — это не просто место, а точка восстановления силы. Мне подходит. Все полностью соответствует. То же самое, мне нравятся большие светлые дома, пространство. Отношения. Вы не половинки, вы два целых человека, которые усиливают друг друга. Это вот просто как в моем видении. Между вами много телесной близости, прикосновения, взгляда, движения. Насколько тебе важна тактильность? Ну, я больше кинестетик, на самом деле. Мне очень важно. Много уважения к свободе друг друга. Это вообще очень важно для Конечно. тебя. 0 борьбы за власть, только партнерство. Это исключительно важно. Абсолютно верно. Я не собираюсь бороться за доминирование в отношениях. Супер. Важно, что все было взаимное уважение, все уважали личные границы друг друга, и все будет в порядке. Супер. Диалог с Артемом у нас был довольно пластиковый, реально такой Барби и Кен, но по смыслу, по видению мы довольно хорошо совпадаем. Но при этом нет эмоций. Он видит в тебя женщину с масштабом, не боится твоей силы и роста. Ты рядом с ним мягкая, живая, вдохновленная, но не уменьшающаяся. Ваш вайб реально Барби и Кен, но не игрушечный, а зрелый. Красиво, уверенно, сексуально, спокойный. Это подходит мне на 100%. Кстати, да, он просто совсем соглашался. Нет, это не выглядело для меня, будто я поддакиваю, потому что действительно происходило совпадение. Ты успешный онлайн-коуч и тренер личностного роста, работаешь с женщинами или парами, я с парами не работаю, которые хотят жить из удовольствия, а не выживания. У тебя сильный личный бренд, но без суеты. Ты выбираешь клиентов, а не наоборот. Да, это уже сейчас моя реальность. Он развивается в real estate, работает с премиум-объектами и инвестициями. Так и есть. Так. Параллельно тренирует теннис как стиль жизни, удовольствие не из нужды. Так. Абсолютно верно. Вы много путешествуете, но не чек-листом, а по настроению. Вы легко уезжаете на 1-2 месяца, потому что оба онлайн и автономные. Я была в 37 странах мира, мне реально важно путешествовать и иметь вот как минимум вот эту мобильность. А для тебя? Ну что ж, я, мне кажется, путешествовал больше количество стран, чем 37. Супер. Вот. Прекрасно. Европа, океан, новые страны как? Европа, океан, супер. Я не очень люблю зимний отдых, на самом деле. Это тут единственный момент. Я не очень люблю катание на лыжах, на сноуборде. Я больше предпочитаю там полежать на пляжике, там культурная программа, еще что-то такое. Супер. В таком духе. Я еще кое-что ожидал. Я думал, что у нас будет несовпадение по виду отдыха. Я думал, что она больше за зимний отдых, там, за лыжи, за сноуборды, чего я не люблю. И именно поэтому я это спрашивал. Все это совпало. Ты не гонишься, ты выбираешь. Он не спасает, он рядом. Красиво. Очень красиво. И финальная сцена. Вечер, вы сидите рядом, без пафоса, без лишних слов. И внутри у тебя спокойные мысли. Я живу именно ту жизнь, которую когда-то только чувствовала. Она очень уверенно держится, что для меня очень важно. В ней есть внутренний баланс, что для меня тоже очень важно. Количество совпадений реально удивляет. В целом интересно, да, вообще контекст, составить видение жизни с человеком, которого только что видишь. Даже если он влюбился с первого взгляда, это говорит о том, что у него не очень устойчивая и крепкая нервная система. Мне очень интересно посмотреть, как у нас будет происходить коммуникация в 3-м раунде. У меня нет прям ни единого представления о том, как это будет выглядеть. Вместе с этим я бы хотел бы тоже с ней поговорить. Лично. Очень рад с тобой знакомству. Взаимно. Увидимся в 3-м раунде. Увидимся. Чисто визуально супер, но есть огромное но. Его потрясывало. Раньше это казалось милым, но сейчас просто это не возбуждает. Сейчас будет этот смех, да, кринжовый опять. Привет. Ну что, парень на вайбе? Это Очень я. приятно познакомиться. Меня Павел зовут. Ира. Очень приятно. Смотрю, у нас с тобой есть конверт. Так, супер. Предлагаю его прочесть и посмотреть, что нам стоит выполнить с тобой. Прикольные очки. Спасибо. Классно выглядишь. Спасибо. Я обомлел с ее внешнего вида. Мне он не понравился. Ну, во-первых, у нее ужасный макияж. Это стоит 1000000%, который очень сильно стареет. Это 1000000%. Ее аутфит, который она подобрала. Вот этот вот костюм, вот к ее обуви, это не вообще. Ваш совместный бюджет $2000 в месяц. Распишите по пунктам, куда вы потратите эти деньги. Реквизит у вас есть, блокнот и ручка. На жилье есть. 2000 это просто... Давай возьмем в счет того, что у нас есть жилье. Придется есть только дома. Слушай, как минимум я повар. Точно, спасибо, что напомнил. Ну хорошо. Будем ходить в Виву. Ладно. Это супермаркет, да? Да, самый дешевый в Дубае. Хорошо, $500 у нас уходит на еду, ты готовишь. Ага. Я не готовлю. А ты будешь чистить картошку. Нет. Я буду резать. Паша — это персонаж. Была удивлена, что он пришел покорить сердце девушки. Я думаю, что ему немножечко нужен другой партнер.
Я много занимаюсь спортом. Ну хорошо, допустим, спорт. О, бай. Все, Я думаю, по мне видно, я спорт don't like. ты не на спорте. Нет. Ну, сэкономим, значит, на тебе, супер. Окей. Я тоже в целом могу бегать бесплатно, прыгать бесплатно, тренировки дома тоже могу сделать бесплатно, если у нас такой бюджет. Отлично. Что у нас? Шопинг Да. у нас сюда как бы нет. Мы Ну как, шопинга... это же досуг. Нет, ну а что мы на 1500 с тобой купим? Будем ходить в Brand Forward. Ага, хорошо. Такой, ты знаешь магазин? Да, знаю. Вот, ура. Знаю. Значит, выживем. Я не пью, я не хожу в клубы, но мы потанцевать можем, типа, но это бесплатно, тогда мы можем прийти. Да, супер. У меня есть такое было. знакомые, которые работают в клубах, нас пустят. У нас случился вайб, но я чувствовал от того, что вот от нее веет вот это вот... Во-первых, она 100% неуверенная в себе, как будто бы. Опять же, это сугубо мое мнение. Я чувствовал, что это трясет, у нее руки трясутся, она говорит, она не пьет. Ну, слава богу, я ей не сказал, что я пью тоже. Ты еще подумала, блядь, $1000 бы на алкоголь ушло. Минимум. Так, что у нас еще? Ну я еще, кстати, блогер, я часто делаю всякие коллаборации, там, рестораны, Ну и хожу. супер, все. мероприятия. На мероприятия тоже я Да могу. в целом, вот у нас как будто 150, ну, типа, 1500 остается просто, вот, знаешь, в кармане. У нас вот Это только тогда- еда, все, тогда можно еду повысить ставки в целом. То есть мы можем питаться получше, да? Ну да, давай 1000. Хорошо, на 1000 это вот у нас там будет типа У меня лобстер из иногда, развлечений нет? только лобстер. Будет лобстер? Ой, я не Хотя бы люблю, мне невкусно. Я очень люблю. Вы видели ее маникюр, блядь? У нее ногти накрашены лаком. Обычным лаком, блядь, какой-то из Сифоры, наверное. В один слой. У меня досуг. Я играю в падл пару раз в неделю. Супер можно. Но это может быть бесплатно, нормально да? стоит. Но если У меня в у целом... дома есть корт, он бесплатный. Все, в целом оставляем. Если у тебя есть ракетки, то это тоже будет бесплатно. Ну, 1000 это тогда, я не знаю, Отложить на что-то, по сути, потому что да, все, типа... инвестиции. Ты как вообще с инвестициями? Мимо. Мимо. Ну, Я в себя, начнем я в капиталом. себя только инвестирую. Я тоже. Супер. Но это у Значит, нас это пополам и в себя только. пополам. Ну, не тебе жадно и все. Ну, может, не пополам. Я, конечно, понимаю, что это справедливо, но у меня были такие парни, которые... Я думаю, что они мне все бы отдали. То есть, и они, в принципе, так делали. Поэтому, когда вот прям парень такой, нет, вот 50% тебе и 50% мне, ну, как-то уже не вайб. Минус. Это ты мне ставишь? Да. У меня была женщина, я был у нее на обеспечении, но это так тоже нельзя назвать. Тогда это был просто как экспириенс, я просто попробовал, как это вообще. Если, грубо говоря, у нее было желание сделать мне что-то приятное, я всегда принимал. У меня желания приятное ей делать не было. Это была скорее просто интрижка, в которой мы просто кайфовали. Для нее был глоток воздуха, для меня это что-то было новое, какой-то новый экспириенс и так далее. Мы слушаем и не осуждаем. Жизнь была очень вкусная. Женщина, она была вкуснее этой жизни. Ну, хорошо, 1000 это у нас на какие-то спонтанные, не знаю, Ну да. может быть, Возьмем поездка просто в обиход в- того, что они у нас есть. Не знаю, она какая-то вообще вот не вайбовая. Мгм. Что такое вайбовая? Поездка, ну, я люблю, кстати, всякие парки развлечений. Я очень хочу в Ferrari World в Абу-Даби. Ой, это не мой вайб, сори. Ты не активный. Я активный. Что такое по активности у тебя? Спорт нет, парк развлечений нет. Падал. Нет, я могу туда сходить погулять, там фудкорт есть. Даже в парк развлечений мы пойдем для того, чтобы покушать на фудкорте. Ну а как без еды? Мне что теперь, не жить? Я повар вообще-то, мне питаться надо, чтобы мне ноги держали потом. Ну все, 1000 у нас на развлечения, которые у нас не совпадают. Что совпадает? Да нет, ну, Бич-клабы в целом, совпадают? да. Пойдем. Но это можно 100%. бесплатно, я как блогер могу сделать. нам. Все, супер, газ. Ну, Что-то парфюм, меня ну ждет. давай парфюм, как бы, да, мне хотя бы у тебя Надо, больше. да. По-моему, у тебя больше. Ну, я еще хочу, я девочка. Если бы Ира была богатой, у которой есть деньги, которая возила бы меня на машине, платила бы везде, я бы все равно с ней не сошелся. Я думаю, задание оказалось в целом вообще далеко не сложным. Ну да, мы быстро раскидали, все, у нас 2 пункта. Еда и 1000 просто Да, на я всю очень рад, жизнь. что мы с ним справились. Согласен. Приятно познакомиться, увидимся в следующем раунде. Да, точно. Я думаю, что она не мой человек. Вот ей больше подходит этот Вадим. Артем. Привет. Привет. Рад видеть. Взаимно. Красивые глаза. Спасибо, у тебя тоже. Спасибо. Первое, что я заметила у Лёши, это красивые зеленые глаза. Мне кажется, что он очень приятный парень.
Задание — разыграть миниатюру «Обстоятельства пара. Ссора дома». Причина — Леша увидел актуальную переписку с бывшим у Иры в телефоне. Ну, мне даже не хочется играть в такую историю. Ну, не будет такой ситуации. Мы, во-первых, изначально обговорим все личные границы, рамки и так далее, и он уже будет знать на этот момент, когда мы уже в отношениях, что, допустим, я в хороших взаимоотношениях с своими бывшими, и я могу раз в какое-то там несколько месяцев искренне поинтересоваться, как у человека дела. Типа такого не может быть в принципе, как бы, вот именно такой конкретной Мы ситуации. играем. Но мы играем. Ну ты-то актер, а я-то нет. Первое в голову пришло не передавить, потому что ситуация такая в моменте ссора, и нужно было еще отыграть, и в то же время не довести человека и самому лишнего не сказать, потому что мы видимся в первый раз. Блин, какая-то... У тебя сильная позиция, я тоже хочу сильную. А тут ты как бы меня обвиняешь. Попробуй выровнять, попробуй тоже что-нибудь сказать. Например, может, ты у меня тоже что-то видела, или, не знаю, Ну помнишь тогда мы ситуацию. просто, да, мы в открытых И отношениях. мы в открытую начинаем сейчас просто здесь сраться. Ну вот, что бы тебя прям выбесило, если бы я сделала? Ну хорошо, вот смотри, давай реальная история. Мне тут мой подписчик, прислал 200 роз. Я его никогда в жизни не видела. И мой ученик в менторстве, я тренер личностного роста, он прилетал в Дубай, и у нас была одна сессия офлайн, то есть мы сели в ресторане, и я проводила свою сессию по wellness, по нутрициологии. И так получилось, что вот этот ученик мне подарил сумку Louis Vuitton за $3000. Вот ты меня за это предъявишь? Вообще это допустимо? Типа, не знаю, может быть, вот это разыграем? Давай. Слушай, а почему тебе вообще типы дарят сумки Louis Vuitton, и как они тебе дарят розы? Почему вообще ты принимаешь такие подарки? Но я не вижу ничего плохого в том, что человек искренне просто сделал мне подарок от души. Учитывая, что совершенно никакого романтического контекста у нас нет. И я очень хорошо держу границы, и ты об этом знаешь. Но я хочу в этом удостовериться. Пойдем в следующий раз с тобой на твою менторскую работу. Я посижу рядом, и ты познакомишь меня с своими учениками. Для меня вообще вопросов нет. Я не знаю, насколько для человека это будет комфортно или нет. Вряд ли он сможет погрузиться в свои определенные эмоции, состояния и так далее. Если рядом мой парень, я думаю, что не за это он мне платит большие деньги. Ты можешь где-то посидеть, не знаю, как скрытый персонаж за несколько столиков чтобы просто посмотреть, как я себя веду. Вообще-то, кроме шуток, да, это все реальная ситуация. То есть, действительно, ученик мне подарил сумку, действительно, подписчик мне прислал розы, и действительно, у меня, по крайней мере, на этом этапе жизни никакого даже в мыслях романтического контекста с ними не было. В целом я отношусь положительно к фолловерам, к подписчикам, к поклонникам. Я считаю, что это нормально, это амбиции человека, и, наоборот, классно, что она их реализовывает. Сейчас у меня суммарно 500 000 аудитории в соцсетях, и это точно мой самый старт. То есть, я буду звездой. И у меня будет очень много поклонников онлайн. Я думаю, что надо как-то обговорить эти вопросики. Слушай, да смысла нет даже обговаривать, потому что, у меня вообще отношения начинаются с доверия. Если идет, то окей. Ссора не получается, потому что, мы осознанные, нормальные люди. Мне кажется, я даже такое сыграть не могу, блин. Мне прям нужно реально что-то такое выдавить из себя. Может, мы можем как-то по-другому это просто обыграть? Давай попробуй. Как это вообще понимать? Я не понимаю, почему ты пишешь другому парню? Я, во-первых, не рассчитывала на то, что ты увидишь, и, во-вторых, Ни хера себе. В смысле, ты не рассчитывала, что ты это увидишь? Но это мой телефон. Я это увижу? Я уже устала тебе реально объяснять все это. Что ты объяснила, что я не должен был это увидеть? Это же объяснение? Во-первых, да. А во-вторых... что? На самом деле вообще дело не в этом, понимаешь? Мне уже надоело, что работаю тут только я, и ты вообще деньги не приносишь. Я в прошлых отношениях хотя бы жила 50/50, а здесь я тебя еще содержу. Ты угораешь надо мной. Я тебе даю мужскую энергию вообще-то. Я тебе даю энергию, чтобы ты могла больше зарабатывать. Тебе самому вообще не смешно от этого? Мне грустно от этой ситуации. Это, блядь, кринж, ты понимаешь? Кринж — это то, что я сейчас вижу перед собой. И знаешь, мне все это надоело. Истеричка. Я думаю, что Леша, конечно же, играл так же, как и я, и в жизни он не любит драму, и, скорее всего, он абсолютно адекватный и эмоционально зрелый парень. Не могу сказать, что она была в такой ситуации, но что в моменте было некомфортно, я это почувствовал. Браво!
Было. Отыграли. Все, я понял. Ну, меня аж это в жар бросило такого экспириенса. Слушай, на самом деле было круто. Ну, вообще, да. Как ты подыграла. Как я тебя назвала истеричкой. А, я, кстати, даже не услышал. Ну, вообще, да, это был прикольный экспириенс. Вывел меня из равновесия. Да, на таких эмоциональных качелях немножко проехали с тобой. Благодарю. Спасибо. Да, увидимся. В целом мира интересная. Будет интересно узнать, что дальше, и увидеть уже в 3-м этапе. Как тебе задание? Это было как минимум интересно, необычно. Я в таких контекстах еще не была. Да, и в актерских сценках таких с парнем на первой встрече не участвовала. Тогда я так понимаю, что ты отдаешь предпочтение во 2-м раунде Лёше. Чисто если по видению жизни, по образу как-то приближенно, наверное, это Артём. Но там есть свои нюансы. Если нужно прям выбрать, то я бы выбрала Артёма. Но если честно, я бы никому не отдала предпочтение в этом раунде. По итогу никому не отдаешь или выбираешь Артема? Никому не отдаю. Она были ухоженные? В целом ухоженные? Нет. В целом ухоженные. В целом ухоженные. Я ставлю по своему мнению. Есть какое-то подозрение, есть у меня подозрение, что она может подстраиваться под других людей. И я хочу это раскрыть. Я хочу раскрыть эту тему. Ой, меркантильный. Потом надо будет объяснять, почему я так сказал, а она не меркантильная. Что думаете, ребята, по поводу этого? Мне кажется, она меркантильная высокомерная. За счет того, что она общается как это... крутая. Я бы рассмотрелся раньше, или еще пообщаться. Нужно время, нужны диалоги. Получше узнать человека. Поэтому я хочу, чтобы состоялся диалог еще. Шутки шутками, а на самом деле вопрос серьезный. Первый вопрос самый основной, это почему она вообще пришла на шоу? Почему, зачем? Если послушать. Никак. Мне просто было сказано, что ей пишет огромное количество людей. И вот это зачем нужно приходить на шоу, если всех учить? Скорее, она как будто очень требовательна к себе, но... Как это объяснить правильно? Не скажу, что она требовательна к себе, но она не соответствует тому, что она говорит. Своими словами она не соответствует. 3-й раунд, который называется «Все вместе». Вы подготовили такой большой пакет с продуктами, и ребятам нужно будет приготовить ужин все вместе. Посмотрим, что из этого выйдет, а главное, кто справится с конкуренцией. У меня для вас чудесный пакет. Тут рандомная, классная, свежая, главное, еда. И вам нужно сегодня приготовить ужин не на 2, а на 4. Блин, нет. Это не мой конек. Это не то, что я бы хотела делать. Хорошо, я могу Я понимаю, ты забрать готовишь, пакеты. мы смотрим. Да, и сказать честно, что я не сильна в готовке. Мне это особо не интересно, но помыть клубничку я точно смогу. Салат мы сможем приготовить из огурцов, зелени, перчика. Ваши ставки, повар. Что мы сможем сделать из вот этого набора интересного? Я могу сказать, что приготовил бы я. Я решил взять инициативу на себя, потому что я увидел знакомые ингредиенты на столе. Я отлично делаю несколько вещей, если мы говорим о готовке. Давай. Из такого быстрого я бы взял бы вот этот вот Arabic bread, разделил бы его пополам, промазал бы его хумусом внутри, отварил бы сосиску и положил бы туда. Ну, как минимум, это был бы какой-то типа как бутерброд. И овощи туда. Ну, Артема, конечно, идеи по поводу готовки меня поразили. Вообще в этот период обычно сливаюсь куда-нибудь, телек посмотреть, на улице посидеть. Потому что я и кухня — это просто какие-то разные вещи. Это мое личное предложение. Клубнику мы берем как десерт, допустим, со сметаной, а это у нас что? И со сливками. Блять, сахара, правда, нет? Ну ладно, окей. Мы берем, значит, бред, туда мы кладем сосиску и намазываем творожным сыром. В хумус мы макаем огурцы, перец и морковь. Это больше мэчится. И помидорки, соответственно, тоже можно добавить в питу, и огурцы тоже. Он повар. И, честно говоря, мне показались его некоторые решения сомнительными. Блять, и что? Что не повар, а он, блять, кто? Его мнение, наверное, я буду учитывать последним. Нет, давайте все-таки в питу действительно Филадельфию, а с хумусом мы в этой арабской стране действительно едим огурцы, перец и что, морковку. Ира в некотором плане начала указывать на то, что ты делаешь это, я делаю то. Мне уже было как будто проще плясать под ее дудку из-за того, что... Ну, чтобы вот ей лучше было, знаете, типа из этой истории. Ира, а как ты думаешь,
А что ты можешь дать мужчине в отношениях? Это не мой ответ, но то, что я недавно увидела, мне очень было смешно от этого. Как можно было это ответить? Камон. Если мы говорим серьезно, то, естественно, я в отношениях хочу вступать для того, чтобы дарить любовь. И я этого жду в ответ. Что-то невнятное сказал, я тут подумал, наверное, ловить здесь нечего. Слушай, у меня есть к тебе разговор. Мы поговорим. Пойдем сейчас обойдем. Без камер. Прямо сейчас? Да. Вообще, изначально это была моя идея, начиная с начала второго раунда. Постоянно неоднократно говорил о том, что хочу позвать на личную беседу. Я, кстати, была удивлена от того, что Паша решил позвать меня на разговор. Вообще хотел с тобой поговорить на тот счет, что тебе нужно быть как будто бы немножко, поняла, попроще, что ли. Вообще, реально спасибо, что ты это сказала. Мне кажется, у нее есть образ человека, которого она не хочет показывать настоящего. Возможно, она реально адекватная девчонка, которая полностью согласна со всем, что ей сказали, за ее там плюсы, минусы, но она этого никогда не признает, потому что, это такая черта характера. Вот. Не, Паша, кстати, прикольно, да, замутил с этим? Типа такая ходовочка, типа погнали, я тебе вопрос задам. Слушай, что ты задал вопрос? Что скажешь по ответу? Да ничего, я что-то не понял. Неубедительно? Ответила. Сказала мне поебалу, говорит, дала бы. Вау. Мне особенно сильно захотелось с ней поговорить, поднять, раскрыть тему отношений, которые у нее были, какова роль парней в ее отношениях, да, как она сама себя ведет, и попробовать поймать ее на противоречиях. Потому что я понимал, если я поймаю, для меня эта история точно будет закрыта. Тебе самой так будет проще, если ты немножечко отойдешь от немножко такого розового мира, немножечко приспуститься, немножечко смотреть, наверное, в реальность. И тебе самой проще будет. Я поблагодарила его за его мнение, потому что, я почувствовала, что он сделал это искренне, и он хотел как-то мне помочь. Как я и сказала, да, у всех реальность своя, Да. и каждый видит то, что он может видеть вообще. Мне просто хотелось, чтобы ты как-то прислушалась. Я понимаю, что это точно только твое мнение. Надо, но тебе не надо. Просто мне хотелось, чтобы ты эту информацию знала, не более. Ребят, не хочу прерывать вашу увлекательнейшую дискуссию. Мне просто есть что обговорить с Ириной. Я хотел бы это сделать прямо сейчас. Все пошли поговорить, мне было похуй, я себе чайно заварил. Просто возник вопрос, почему ты решила прийти именно на это шоу, когда у тебя очень много внимания со стороны мужчины? Как-то, с чем это связано? Я пришла без какого-то конкретного ожидания, конкретно про романтику, но с открытым сердцем, что я могу здесь, в принципе, прожить какой-то удивительный опыт и встретить достойных людей. Я не чувствовала потребности задавать какие-то уточняющие вопросы в этом контексте, потому что, чувствую, что мы в каких-то аспектах по-человечески просто очень сходимся. Ты можешь общаться с мужчинами, если это происходит по делу. Но Это происходит по делу. вдруг это будет происходить именно какой-то романтический интерес, подтекст и так далее, флирт. Как ты смотришь на это? Ты допускаешь это в отношениях? Или же ты этого не допускаешь категорически? И вот что интересно. Я в своих отношениях очень верный человек. Я понял. То есть ты умеешь разделять вот эту рабочую сферу и, соответственно, отношения. То есть Конечно. просто есть тип девушек, которые, знаешь, флиртуют со всеми мужчинами. Неважно, в отношениях они или нет. И мне было интересно понять, как ты к этому относишься. Если я в отношениях, то я выбрала одного человека. Окей, если Ира выберет Артема, то, может быть, что-то у них и получится. Артем я чувствую, что Артем хочет. Другие участники, они говорили про тебя другие вещи. То есть было ощущение, что со мной ты вела себя в одном ключе, а с другими ребятами в другом ключе. А ты абсолютно с каждым человеком в жизни ведешь себя одинаково? Стараюсь вести себя одинаково. Но просто дело в том, что то, что я услышал, это прям было немножечко очень сильно отличалось от нашего с тобой диалога. В чем дело? Во-первых, с каждым человеком ты можешь испытывать разные эмоции, состояния и мысли, просто потому что каждый человек разный. И какой у него вайб, какая у него атмосфера, какая у него энергия, какой у него ход мысли и так далее, предопределяет вообще и ход вашего взаимодействия. И в том числе я могу проявлять совершенно разные свои грани. Это не говорит о том, что я... Как ты сказал? Как ты еще раз... Что ты ведешь себя по-разному. По-разному, да. Это разные грани меня, и это плюс разное, может быть, психоэмоциональное состояние, настроение. И, естественно, в зависимости от этого я себя проявляю тем или иным способом. Как ты в целом опишешь? Мужчины с тобой были счастливы в отношениях или все-таки нет? Я думаю, что мужчины были со мной в отношениях счастливы. Так же, как и я.
Это хороший знак, что ты в хороших отношениях с своими бывшими. Спасибо тебе за честные ответы. Надеюсь, что они были честные. Мне это было очень важно услышать. И будем принимать решения теперь. Отношения штука серьезная. Если вы хотите, чтобы у вас были крепкие, серьезные отношения, нужно знать своего партнера, знать максимально хорошо. Если Артем будет с Ирой, возможно, у них сложится какой-то вайб, и они друг по другу подстроятся. Но опять же, я так не могу до конца думать из-за того, что Артем сам по себе сложный человек, а Ира, у нее просто корона. И ей по кайфу. Хочу сказать, что раунд закрутился, конечно, вообще в разные стороны, неожиданные. Я думала, что нужно будет что-то сложное готовить, потом оказалось, что все легко. Потом оказалось, что вообще я не буду готовить, а буду выяснять взаимоотношения. Меня удивило, что Паша сам меня позвал на разговор. У нас просто немножко разные взгляды вообще на жизнь. Это не было как конфликт, то есть мы просто приняли разные точки зрения друг друга. У меня нет никаких претензий к нему, нет никаких обид. Единственное, что какие-то моменты просто для меня не очень близки. Да, хорошо. А по Артему? Вопрос его тревожил, будучи медийной какой-то, в определенной степени популярной, буду ли я, не знаю, активно принимать участие во флирте, в каких-то интересных взаимоотношениях. Ну, я ему сказала, как есть. То есть как вообще в моих ценностях. И я думаю, что он понял, я думаю, что он услышал. И хорошо, что он, собственно, сейчас задал эти вопросы, да, мы это все обсудили. Да, и на такой хорошей ноте, собственно, вернулись готовить. Хорошо, кому отдаешь предпочтение в этом раунде? Я думаю, что предпочтение в этом раунде я отдаю Артему за его вопросы и за то, как он умеет слушать, воспринимать информацию и этично себя вести. Я думаю, у тебя много эмоций, но сегодня день вот такой, вот, понимаешь? Вот много чего было. Давай теперь по каждому пройдемся, и вот ты выскажешь свои мысли. Окей, давай Лешу возьмем, с Лешей. Если честно, с Лешей мы меньше всего взаимодействовали по-настоящему сегодня. То есть у нас была история с актерской такой сценкой, да, то есть мы каждый играл то, что, возможно, мы совершенно не являемся. И плюс потом вечером, когда мы готовили, я практически все время обсуждала с Пашей и с Артемом, выясняла наши взаимоотношения, и контакта с Лешей у меня особо не произошло. Но Ты уже его списала. я его списала на уровне вот своего внутреннего отклика, потому что все равно есть моменты, которые мы, может быть, в начале чувствуем, да, там, визуально, кинестетически просто оцениваем человека, и плюс общий образ, общий портрет, то, что он, не знаю, вот творческий такой человек. А если Леша выберет тебя? Это никак не меняет мое решение. Хорошо. Так, кто у нас? Ну, Паша. Конечно, переходим к Паше. У меня сразу был такой коннект, с ним именно дружеская волна, которая мне довольно привычна с моими друзьями. Хорошо, переходим к Артему. Артем мега заинтересованный в тебе. Я думаю, ты это поняла, почувствовала и так далее, потому как он нарвался на TED. Твои мысли о нем? С одной стороны, вот мы с ним довольно как будто бы много, да, провели сегодня времени, разговаривая, что-то обсуждая, а с другой стороны, у меня нет ощущения, что я хоть что-то узнала об этом человеке, потому что как будто бы, да, у него такой, не знаю, интересный фасад. Ну, ты и вопросы не задавала. Давай Как начнем ты не с этого. задавала, мы Особенно. обсуждали с ним видение отношений. По факту даже вот на этом уровне мы совпали. На уровне того, что мы обсуждали вот в третьем раунде, мы тоже совпали. Но я не чувствую, вот назовем это, да, здесь химией. Я тебе откровенно скажу, что мне присуща женская солидарность. Но я сегодня за парней. И я смотрела, как бы таким было, четвертой стеной была. Видела, наблюдала ваше взаимодействие. Ты вообще не даешь проявиться, шанса. Ну ты скала, тебя вот не пробить. Почему? Очень сильно в этой жизни ориентируюсь на свою интуицию, на свой внутренний отклик. Но я просто практически на 100% уверена, что именно романтического контекста ни с одним из мужчин, которые сегодня были, не будет. Мы ж Дубай Мэч не говорим, что вы должны выйти и уже пожениться, но просто даже сходить на свидание, узнать лучше человека. Я тебе вот перед финалом, перед твоим выбором, честно скажу, что Артем в
тебе действительно заинтересован. Артем бы очень бы хотел бы с тобой пойти на свидание, как хочешь называть, свидание, встречу, митинг, нетворкинг и так далее и тому подобное. Ему действительно ты интересна. Тета он просил сам нас. Дайте мне тет, я хочу узнать, я хочу спросить. Артем очень достойный человек. У меня возникла такая мысль, может быть, все-таки дать ему шанс. И сейчас, Ира, я даю тебе конверт, тебе нужно положить туда фотографию парня, с которым бы ты хотела увидеться, продолжить, узнать его лучше и так далее. Держи. Если еще до третьего раунда как-то задумывался, что, может быть, как-то узнать поближе и так далее, узнать получше человека, то уже с моего ответа на мой вопрос в третьем раунде я понял, что, не по пути. Если она выберет Лешу, я искренне за них порадуюсь. Леша приятный парень, я в нем не вижу какого-то сильного эго. Если она выберет Пашу, скажу честно, она Пашу не выберет. 100%. Это невозможно. Я не хочу никого из вас обидеть, ребят, на самом деле. Но мне кажется, вы подходите. Вот он немножко вот... И она немножко вот. Ты уверена в своем выборе? Да, у меня не было ни сомнения, ни страха, ни мысли о том, а что вдруг будет, если никто меня из парней не выберет. У меня даже не было такой мысли. Я знала, что кто-то точно меня выберет. Я очень надеюсь на то, что я смогу найти ту самую половину в вашей жизни. Смотри, у меня конверт. Тут, по идее, должна быть фотография и вообще стоять Ира, но Иры нету. Сейчас открываю. Конверт пустой, и тут должна быть фотография того, кого она выбрала. Ира не выбрала сегодня никого. Даже если бы у Артема было состояние в миллионы миллиардов, это не повлияло бы никак на мой выбор, потому что речь именно о нашем с ним контакте. То есть я не почувствовала романтического коннекта, поэтому я и не сделала выбор в его пользу. Спасибо за честный ответ от Иры. Я ее уважаю, ее решение. И надеюсь, что у нее все будет хорошо в будущем. Хочешь, смотри, может цветы отдать мне, команде передам. Можем цветы отнести Ире, отдать. Я подарю ей лично цветы. И все. Супер, супер, конечно. Я решил отнести цветы ей, потому что решил ее порадовать. У нее были не очень хорошие взаимодействия с некоторыми участниками, в том числе лично мне. Она показалась приятной девушкой. Привет, еще раз. Как это мило. Артем в моих глазах получил просто максимальное количество поинтов и очень много уважения. Решил явиться лично и подарить тебе этот прекрасный букет. Как это Он мило. очень вкусно пахнет. Как это достойно. Мне очень понравилась твоя энергетика, как ты себя вела, как ты отвечала на мои вопросы. И несмотря на то, что ты не выбрала никого из нас, все равно я хотел бы тебя порадовать таким прекрасным букетом. Как это достойно, Да. спасибо. И хочу сказать, что я реально удивлена тому, что в итоге я получила букет, несмотря на то, что я никого не выбрала. И вот как раз о таком мужском, достойном, джентльменском поведении я и говорила сегодня. Спасибо большое. Спасибо тебе.
После шоу я буду продолжать жить свою интересную жизнь, так же, как я и была открыта к знакомствам, к отношениям, к дружбе, к партнерству, к чему угодно, так я и остаюсь. В этом плане, наверное, Артему жалко, потому что он все-таки сюда пришел 100% с какими-то надеждами найти свою любовь. Но по нему видно было, что, наверное, все-таки искренний какой-то там молодой человек и так далее, и он все-таки чего-то хочет. За него обидно, что вот так все вышло. Честно, я не видел в ее глазах сожаления, но я видел, что ей было приятно, но не сожаления нет. Все в порядке. Life goes on. Мораль всего выпуска такова, что, ребят, все должно быть взаимно. Я ухожу после шоу «Дубай Матч» с ощущением, что я стала гораздо сильнее. Артем выбрал Иру, но Ира не выбрала никого. Так бывает. А что бы выбрали вы? Открыться новым возможностям или остаться в собственном выдуманном замке? А кто готов к новому, заполняйте анкету на странице Лерская, и, возможно, вы станете следующим участником Дубай Матч.